Последняя теорема, которую мы доказали на предыдущей лекции, была теорема о том, как проверить выпуклость функции. Как проверить выпуклость функции. Это было достаточное условие выпуклости. Если вторая производная на каком-то интервале сохраняет знак, является положительной или отрицательной, то на этом интервале функция обязательно является выпуклой. F2 штрих от x больше 0 выпукло вниз. Если F2 штрих от x меньше 0, выпукло вверх. На интервале, конечно, не в одной какой-то точке, а на интервале. Здесь и здесь. На этом же интервале она будет выпуклой. Интересно, что мы здесь не требовали непрерывности этой второй производной. Да? Просто нам требовалось, чтобы во всех точках эта вторая производная имела один и тот же знак. Первая производная, конечно, обязана быть непрерывной, потому что у нее должна быть вторая производная. А насчет второй нас интересует только ее сохранение. Ну, вот. Почему там не требовалась непрерывность? Потому что мы применяли теорему Лагранжа, а там тоже непрерывность в самой производной не требуется. Просто, чтобы она существовала на экране. И вот смотрите, какая штука. Значит, аналогия между первой производной и второй производной. Если первая производная больше нуля, что это означает? На каком-то промежутке, повторяю. Функция возрастает, да? Возрастает. Если меньше нуля, то убывает. Если вторая производная больше нуля, то она выпукла вниз. Если меньше нуля, то выпукла вверх. А если первая производная равняется нулю? Это точка подозрительная на экстремум. Да? Не обязательно, что это будет экстремум, но это точка подозрительная на экстремум. Если меньше больше, то, конечно, экстремума нет вообще, даже можно ничего дополнительно не изучать. А вот если равняется, то может это будет минимум или максимум локальный, может и нет. Значит, подозрительная на экстремум. Ну, возникает естественный вопрос. Вот, если у нас функция возрастает или убывает, то между этими участками, если точка какая-то есть, то вот она является экстремумом. Да? Вот, значит, что происходит между возрастанием и убыванием. Как назвать ситуацию, которая возникает между выпуклостью в разные стороны? То есть, вот, видите, что происходит, когда выпуклость в одну сторону сменяется выпуклостью в другую сторону? Да? Происходит перегиб. Вот, вот такая ситуация. Здесь она выпукла вниз, здесь она выпукла вверх. Вот геометрический аналог ситуации, когда у нас вторая производная равняется нулю, это вот так называемая точка перегиба. Точка перегиба. Правда, если просто вторая производная равняется нулю, то это не означает, что это вот обязательная точка перегиба. Как то, что производная равняется нулю, не означает, что это будет обязательно точка максимума. Это необходимое условие, что если это точка перегиба, и если там функция достаточно гладкая, то обязательно производная будет равна нулю. Ну вот, значит, видите, для второй производной у нас возникает понятие точки перегиба, которое в каком-то смысле родственно понятию экстремума, да, потому что у него очень похожее поведение. Подобно тому, как точка экстремума возникает
между возрастанием и убыванием, так, точка перегиба возникает между выпуклостью вниз и выпуклостью вверх. Ну и, конечно, наоборот тоже. Убывание и возрастание. Вот давайте определение дадим аккуратно. Что же такое точка перегиба? Во-первых, значит, потребуем, что функция f непрерывна в точке А. Непрерывна. Тогда эта точка называется точка перегиба. Если найдутся такие интервалы BA и AC, если найдутся такие интервалы BA и AC, что на одном из них функция выпукла вниз, а на другом функция выпукла вверх. Точка А, если функция непрерывна в этой точке, называется точкой перегиба. Если найдутся такие интервалы BA и AC, иными словами, левосторонняя окрестность А и правосторонняя окрестность А. Правильно? Если вот на одном из этих интервалов функция выпукла вниз, а на другом выпукла вверх. Можно еще раз повторить? Ну, можно. Точка А называется точкой перегиба функции f, если в этой точке функция непрерывна. И найдутся такие интервалы BA и AC, что на одном из них функция f выпукла вниз, а на другом выпукла вверх. То есть при переходе через эту точку меняется характер выпуклости. Да? Ну и вот давайте сразу докажем необходимое условие для точки перегиба. Необходимое условие существования точки перегиба. Необходимое условие существования точки перегиба. Что означает необходимое? Что мы уже предполагаем, что это точка перегиба, и утверждаем, что тогда выполняются некоторые какие-то дополнительные факты, связанные с поведением функции в этой точке. Значит, пусть А точка перегиба функции f. Тут, правда, мы дополнительно потребуем еще серьезное условие. И пусть в точке А существует непрерывная функция f дважды А. То есть мало того, что существует вторая производная, но она еще должна быть непрерывной. Это позволит нам очень легко доказать утверждение. Тогда обязательно эта производная равняется нулю. Лучше сказать, наверное, так. Пусть в окрестности А существует производная, и
f2 штриха непрерывно в точке А. Вот. Тогда вот обязательно вторая производная равняется. Ну, собственно, понятно, да, что она должна существовать в окрестности, потому что иначе у нас теряется смысл понятия непрерывности. Что такое непрерывность? Предел функции в данной точке равняется значению. Значит, мы должны иметь эту функцию определенную в какой-то окрестности. Да? Ну, все-таки лишний раз об этом сказать не вредно. Ну, доказательства вот этого места мне хватит для доказательств. Даже еще лишнего. Доказательства. Вот противно. Пусть f2 штриха от А не равняется. Для определенности давайте предположим, что f2 штриха от А строго больше. Для определенности. И в этой точке функция f2 штриха непрерывна. Что мы знаем о свойствах непрерывной функции, если она отлична от нуля? О свойствах непрерывной функции в окрестности той точки, в которой она отлична от нуля. Что найдется такая окрестность этой точки, в которой функция будет сохранять знак. Значит, тогда найдется такая окрестность УА, для которой для любого x из этой УА f2 штриха от x будет по-прежнему больше нуля. Это чуть ли не первое свойство, которое мы для непрерывной функции доказываем. Если функция непрерывна в данной точке и отлична от нуля, то в некоторой окрестности она сохраняет знак. Не может быть такого, что вот она непрерывна, здесь она положительная, и вот сразу прыгнет куда-нибудь сюда. Да? Обязательно найдется какой-то участок, на котором она по-прежнему будет. Даже если она очень резко будет уплывать вниз, все равно какой-то участок найдется. Сила непрерывности. Ну, собственно, и все. А теперь осталось применить предыдущую теорему. Да? Мы видим, что в окрестности точки А вторая производная больше нуля. Тогда что это означает? Это означает по предыдущей теореме, следовательно, по предыдущей теореме достаточное условие выпуклости. Мы заключаем, что в окрестности УА f от x, уже f просто от x, выпукло вниз. Выпукло. Ну, в данном случае, да, если бы было меньше, она была выпукло вниз. Так что я был неправ. Не хватило места. Вернее, места-то хватило, но свободного места не осталось. Противоречие, да? Это противоречие тому, что А точка перегиба. Поскольку А точка перегиба, надо было, чтобы с одной стороны была выпуклость в одну сторону, а с другой в другую. А мы получили, что в окрестности точки А функция выпукла в одну сторону. Это противоречие доказывает нашу теорему. Мы предположили, что вторая производная не равна нулю, и отсюда получили, что функция выпукла в окрестности этой точки. Что она не может быть точкой перегиба. Ну вот. Повторяю, что это необходимое условие. Необходимое условие. То есть, если
точка перегиба, и если дополнительно вторая производная есть и непрерывна в этой точке, тогда она обязана равняться нулю. Оно не является достаточным. Не является достаточным. Если даже вторая производная равняется нулю непрерывно, то это может не быть точкой перегиба, как в случае первой производной, эта точка может не быть точкой эксперимента. Пример. Вот очень хороший пример, очень наглядный пример точки перегиба. Это как раз хороший случай, тут никакого противоречия не будет. Что я тут написал? Это я написал, ну, скажем, там, f от x равняется x куб. Да? Вот. Вторая производная f2 штриха от x, это будет 6x, она равняется нулю. То есть это точка подозрительная на перегиб. И действительно это точка перегиба. Это точка перегиба. Здесь функция выпукла вверх, а здесь функция выпукла вниз. А пример, который показывает, что не всегда так будет. Ну что, я четвертую степень возьму. Четвертая степень. Вот. Тут видно, что никакого перегиба не будет. Но если f от x равняется x четвертой, то тогда f2 штриха от x это будет 3 в 4 12 x квадрат. Вот. Равняется нулю. Равняется нулю вторая производная, она непрерывна, все хорошо. Но это точка 0 не является точкой. Что? Ну, если параболу будет. Ну, возьмите. Если параболу взять, тогда вторая производная будет равняться двойке, и даже и проверять не надо. Она не будет точкой перегиба. Линейная. А линейная это хороший вопрос. Видите, мы рассматривали так называемый строгий перегиб. То есть, чтобы секущая лежала строго выше или ниже самой функции. Насчет линейной функции тут секущая просто совпадает с самой функцией. Можно сказать, что это в случае не строгого перегиба, а хотя можно просто меняться. Да? В принципе, конечно, вторая производная равняется нулю, и все замечательно. Так что вот эта теорема о достаточном условии выпуклости, она, видите, все-таки имеет в виду случай строго. Наиболее интересно. Так. А какое же может быть достаточное условие? Да? Вот давайте опять аналогию проведем. Вот в случае изучения точек минимума и максимума. И если первая производная равняется нулю, то эта точка подозрительная на экстреме. Да? Мы, по-моему, неделю назад даже доказали два достаточных условия. Вот первое из них. Что требовало? Да? Посмотрите. Мы его доказали, опять же, в два предложения. И сейчас тоже аналогичное утверждение докажем в два предложения. Что там мы должны были проверять? Что там должно было существовать? Да? Первое достаточное условие существования на самом деле внутреннего локального экстрема. Вот как вы долго ищете. Сразу после необходимого условия. Да? Чтобы функция имела производную в проколотой окрестности этой точки, видите, в отличие от необходимого условия, нам существование производной в самой этой точке совершенно не требуется. Но зато нам нужно, чтобы производные были слева и справа. Так? И что? И чтобы с разных сторон первая производная имела что? Разные знаки. Правильно?
Тогда сразу впоследствии теоремы Лагранжа мы видели, что с одной стороны от этой точки функция возрастает, с другой убывает. Ну, значит, это точка экстремума. Куда деваться? А какой аналог будет этого достаточного условия для точки перегиба? Мы тоже ничего не требуем относительно дифференциальных свойств функции в интересующей нас точке, но мы требуем, чтобы слева и справа что существовало? Вторая производная. И требуем, чтобы слева и справа вторая производная имела разные знаки. Причем, что интересно, здесь тоже не требуется непрерывность этой второй производной. Да? Если просто она существует и имеет разные знаки, то это обязательно точка перегиба. Потому что если, скажем, слева это вторая производная больше нуля, то по доказанному достаточному условию выпуклости она выпукла вниз. А если меньше нуля справа, например, то она выпукла вверх. И мы получаем в точности определение точки перегиба, где никаких условий на дифференцируемость не было. Так что, видите, тоже очень близкая аналогия. И также легко доказывается. Давайте коротко это запишем. Значит, теорема. Первое достаточное условие для точки перегиба. Первое достаточное условие для точки перегиба. Так, ну вот хорошо. Я здесь, конечно, не говорю, что функция должна быть непрерывна в точке А, ну, хотя можно и сказать, это входит в определение точки перегиба. Да? Значит, если f, давайте скажу все-таки, непрерывно в точке А, f два штриха существует в некоторой окрестности УА проколотой. И если в левой окрестности А и в правой окрестности А F2 штриха имеет разные знаки, то А является точкой перегиба. А если одинаковые знаки, кстати, то она не является точкой перегиба. Как и в той теореме достаточного условия экстремума, о которой мы говорили. Ну вот, доказательство. Используем достаточное условие выпуклости. Если, например, в УА минус F 2 штриха от X больше нуля, это значит F выпукло вниз в УА минус. А в УА плюс F 2 штриха от X меньше нуля. Тогда F выпукло вверх в окрестности УА плюс. Ну и тогда просто по определению точка А является точкой перегиба. Значит, еще раз. Воспользуемся достаточным условием выпуклости. Например, вот рассмотрим одну из двух возможных ситуаций. Предположим, что в левой окрестности вторая производная больше нуля, а в правой меньше. Тогда слева функция выпукла вниз, а справа выпукла вверх. Значит, А обязана быть точкой перегиба. Вот.
раз я это назвал первым условием достаточным, наверное, будет и второе, да? Вторая теорема. Посмотрите, а что говорилось по поводу второй теоремы для стрелок? Тогда мы опять сосредотачивались только на поведении, на дифференциальных функциях точки, которые нас интересуют, но уже рассматривали производные более старших порядков в этой точке. Нас интересовало, когда производная будет отлично от нуля. И там была такая сильная теорема, то есть мы рассмотрели случаи для всех, так сказать, ситуаций, независимо для какого n наша функция, производная нашей функции первого раза будет отлично от нуля, мы вот всегда сможем сказать, будет там экстрем или нет. Ну там это определяется четкостью. Аналог этой теоремы можно придумать и для точки перегиба. То есть, видите, мы в основном рассматривали вторую производную. А если третью еще рассмотреть? Да? Для точки перегиба мы рассмотрим более простой аналог. Да? Тут мы не будем всевозможные ситуации перебирать. Вот ближайшую производную рассмотрим и на этом остановимся. Итак, еще одна теорема. Второе достаточное условие для точки перегиба. Второе достаточное условие для точки перегиба. Так. Ну тут уже про непрерывность можно не говорить вообще. Значит, пусть в окрестности А существует третья производная, причем непрерывная. Давайте напишу непрерывная. Нет, существует F3 и F3 непрерывно в точке А. Вот. Ну вот. Для необходимого условия мы требовали существования второй производной непрерывной точки, а тут мы требуем, чтобы третья даже. Ну тогда понятно, что вторая тоже будет, и тоже она будет обязана быть непрерывной, ясно? И пусть f два штриха в А равняется нулю, а f3 штриха в А не равняется. Не равняется. Оба условия важны. Тогда точка перегиба. При доказательстве этого факта мы в каком-то смысле объединим доказательства двух предыдущих теорем. Ну, пожалуй, здесь. Как мы пользовались в самой первой сегодняшней теореме тем фактом, что вторая производная в точке не равна нулю? Мы брали окрестность и утверждали, что в этой окрестности функция сохраняет значение. Силу непрерывности. То же самое можно здесь сделать тоже. Значит, в силу непрерывности f3 штриха в точке А
Существует окрестность А, такая, что в ней для любого x из А f3' от x сохраняет знак. Ну, для определенности, опять же, для определенности пусть для любого x из УА f3' от x будет больше 0. Больше 0. Что такое f3' от x? Это производная функция f2' от x. Да? Что тогда можно сказать о поведении тогда f2' от x? Что можно сказать о поведении функции f2' от x в окрестности А? Вот в этой самой окрестности О. Она возрастает, причем строго возрастает. Да? Она строго возрастает. Это было что у нас? Откуда это вытекает? Что это был за факт? Это следствие из теоремы Лагранжа. Правильно. Тогда f2' от x строго, ну или просто, ну пусть ладно, строго возрастает на УА. На этом месте. Отметьте, что это следствие в силу следствия из теоремы Лагранжа. Если производная строго больше нуля, то функция является строго монотонной. Ну, собственно, строго можно не писать, да? Если она была просто монотонной, вы бы сказали, что она не убывает. Что, ну, одно слово лишнее здесь ничего не стоит. Итак, эта функция строго возрастает. С другой стороны, мы знаем, что в точке А производная равна, вторая производная f, ну, то есть значение этой функции равно нулю. Как такое может быть? Так как вторая производная равняется нулю, и она в окрестности строго возрастает, что единственное может быть? Получаем для x, принадлежащего левой окрестности, f2' обязана быть меньше нуля. Она что, возрастает? И в точке А достигает нуля. Где она должна быть раньше? Где-то ниже, да? А для x, принадлежащего у плюс А, она обязана быть больше нуля. В силу, опять же, возрастания и того, что именно это строгое возрастание, да, она должна быть строго больше нуля. Только не А, конечно, а x. Да? Вот тут x и тут x. f2' от x меньше, чем f2' от А, когда x меньше А. Вот, собственно говоря, что такое строгое возрастание. Да? Вот отсюда мы получаем, что f2' от x меньше нуля. А если взять x больше нуля, то тогда у нас будет, ну давайте, а меньше x. Да? Тогда у нас f от А должно быть меньше, чем f от x. И значит f от x должно быть больше нуля. Вот так. Это я то же самое записал, просто чуть-чуть более подробно. И что мы получили? И мы получили в точности условия из предыдущей теоремы, из первого достаточного условия точки перемены. Видите? Единственное, я тут чуть-чуть стер в самое начало, но вот еще остался текст, имеет разные знаки. Да? Слева и справа от точки А, вторая производная, имеет разные знаки. Тогда А это точка перемены. Значит, отсюда, в силу предыдущей теоремы, то есть первого достаточного условия, получаем, что А это точка перемены.
если бы мы выбрали ситуацию, когда третья производная меньше нуля, то тогда мы бы тоже получили разные знаки, просто в другом порядке. Тогда функция бы строго убывала. Вначале слева она бывала больше нуля, справа, соответственно, меньше. Тут главное, что в самой точке А наша функция v штрих равняется нулю. Ну вот. И вот, кстати, если вернуться к этому случаю, да, и к этому случаю, вот, как теперь на 100% убедиться, что это точка перегиба, да? Продифференцировать, найти третью производную и посмотреть, что будет. Ну вот, видите, третья производная равна 6. 6 не равно нулю, значит, это точка перегиба. А здесь третья производная, это 24х. 24х. Ну, то есть ничего сказать нельзя. Да? Потому что здесь не говорится, что если третья производная равняется нулю, то это не будет точкой перегиба. Вот если не равна, тогда да, это точка перегиба. А если равна, то надо дальше смотреть. Можете, кстати, ну хотя это, видимо, будет не так легко, вот, попытаться обобщить эту теорему, также мы это сделали для точек экстремума. На случай производной. n производная отличная от нуля. Как же стрела? А? Как же стрела? Да, там уже без стрела. То есть то же самое получится. Ну, кстати, сегодня что-то подобное еще сделаем. Так, у нас когда звонок? 40, да? 40. Хорошо. Ну вот, закончили мы рассмотрение свойств точек перегиба. И теперь, чтобы эту тему окончательно закончить, мы можем рассмотреть еще такую вещь. Вот, смотрите. Когда я только вводил понятие выпуклости, вот вы предложили в качестве варианта определения использовать свойство касательных. Да? Действительно, в этом было здравое зерно. Да? Вот я нарисовал картинку, на которой наша функция выпукла вверх. И нарисовал касательную в любой точке этого участка выпуклости вверх. Что можно про касательную сказать? Вот если бы я нарисовал секущую, то я по определению утверждал, что участок нашей функции, расположенный между точками, в которых секущая пересекает график, он лежит выше, чем график секущий. А для касательной все наоборот. Видите, если мы нарисуем касательную, то вот ниже будет лежать график, да, на участке выпуклости. На участке выпуклости. А что касается точки перегиба, интересно, что будет. А вот если будет у нас точка перегиба, то будет вот такая ситуация. Ну, чуть-чуть аккуратнее, да? Если мы проведем касательную в точке перегиба, ну, если там существует касательная, да, то тогда слева и справа от этой точки у нас график функции будет лежать по разные стороны от касательной. Такое тоже можно быть. Ну и вот это можно тоже строго доказать при некоторых дополнительных условиях на гладкость функции. И вот этим мы после перемены займемся.